Однажды дедушка услышал тихое скуление среди кустов и аккуратно раздвинул ветки в поисках источника звука. Там среди зеленой травы лежал маленький серебристый щенок, почти без сил от усталости и жажды. Мужчина был сильно удивлен, щенок был крошечный и явно нуждался в помощи. Рядом никого не было, и дедушка забрал его домой, напоил, накормил и решил оставить себе. У дедушки уже жили 2 кота и старая немецкая овчарка, так что маленький щенок не добавит много хлопот. Через несколько дней к нему приехала внучка, и она тоже удивилась, увидев нового питомца. Они решили, что щенок, вероятно, потерялся с кем-то из туристов, живущих на близлежащем кемпинге. Внучка сходила к базе, чтобы узнать о хозяине, но все туристы уже уехали. Дедушка решил не искать прежних владельцев и оставить щенка себе. Прошло несколько месяцев, и мужчина заметил, что пес растет странным образом. Шерсть становилась густой и колючей, а размеры увеличивались с каждым днем. Через полгода дедушка схватился за голову, щенок превратился в огромного пса и весело валялся в игре с овчаркой. Он испугался и подумал, что подобрал настоящего волчонка. Внучка снова приехала, посадила дедушку и серебристого щенка, которого они назвали Туман, в машину и поехали к ветеринару в город. Для подстраховки псу надели намордник. Ветеринар внимательно осмотрел питомца и пошутил, мол, зачем ему дикий волчонок, но потом объяснил, что это всего лишь быстро растущий щенок ирландского волкодава. Специалист успокоил дедушку. Порода дружелюбная, но нужен уход, воспитание и правильное питание. Щенок рос здоровым и крепким, прививки сделали, так что переживать не о чем. Дедушка немного подумал и решил оставить Тумана себе. Внучка пообещала помочь с воспитанием и записалась на курсы кинологов. А дедушка был уверен, накормить и вырастить такого волкодава ему по силам. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.